Приветствую тебя, зритель в моей таверне. Меня зовут Зенерон, и мы снова в игре This is Police. Как помните, в прошлой серии мы завершили первый день, и наш главный герой, Джек Бойд, хочет на своей службе заработать $500 000. Ну что ж, давайте ему в этом поможем. В прошлой серии мы отправили Берча на больничный, не на больничный, а дочитывать книгу, где он хочет узнать о чем-то, кто там убийца. И мы дали повышение Стовал. Две эти звездочки, не знаю, галочки. Ну что ж, сегодня у нас Стовал, Вандал, Робинс с Саманди, странными глазами, Грэнд, Берч-младший и Рой. Я так полагаю, вот эти детективы — это Бизли и Мозер. Ну что ж, давайте начнем день. Смена А. Выберите композицию. Серьезно? Давайте выберем. Неплохая музычка. Здесь, оказывается, можно выбирать композицию. Отлично. Итак, начинается. Так. Вандализм. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. На надгробие расписаны сатанинскими знаками, есть сколы. Кажется, даже следы работы лопаты, но настоятель старается об этом не думать. Давайте отправим нашего Робинса и Вандал. Пускай они разбираются. Так. Полицейский участок. Арсенал, биржа труда. Биржа труда. Детективов 5-6. Дембрин, Рикс. Джордж. Менять на смену. И давайте сценаризм. И давайте наймем на смену Б. Пускай у нас тоже будет бэклог. Закрыть. Так, дела. Дела. Полицейский участок. Биржа труда. Окей. Потом будем разбираться. Так, не выстрелим. Вандализм опять будем. Честно, наблюдает за окна, как два продавца царапают на его машине неприличный рисунок. Давайте мы туда отправим тогда Стола, Саманди и Грант. Пускай они у нас разбираются с подростками. Так, композиция. Можно же опять композицию. Если честно, вот интересно, что вот это за музыка. Давай вот так. Красненькая такая. И где? Окей. Видимости без музыки будет. Ну ладно. Так. Вандализм. Отчет. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Отлично. Закрыть. Так, и что у нас здесь? Подозрительный индивидуум. Фанатка меня уверена, что она только... Опасный преступник. Портрет... Сетях преступник сидит за стойком у окна и доедает бургер. Ну что ж, давайте новичков отправим. Я полагаю, что меньше всех повезет, но все же мне некого больше отправить. Так, вандализм. Давайте отчет почитаем. Преступник пойман, офицеры невредимы. Отлично. День начинается с прекрасных новостей. Давайте посмотрим, что у нас будет с новичками. И отчет подозрительный индивидуум. Снова позналась, приняв основного офицера Фрэнка
Нейрона за преступника. Закрыть. Можно тревога. Ну, отлично. Так, ночной клуб Кинг Левис. Мистер Бойда, муж Белла, наелся своей любимой мексиканской еды и не выходит из туалета. А тут у меня огромная очередь уходит с капитаном. Нужен кто-то, кто сумеет постных ребят от придурков. Давайте вандалов поставим. Он, думаю, сможет разобраться с этим. Если что, мы что-нибудь да исправим. Так, что у нас? Ничто не происходит. Может, включится как-нибудь свет? Так, продажа наркотиков. Вот это что-то новенькое. Поступил анонимный звонок по катку в ледовой арене. Ездит клоун с воздушным шариком, передает подросткам крэк. Это вообще не позволено. Так, давайте защищать наших друзей. Полицейский Сэм Соркин. FPD за месяц. Мистер Салют. Так, угроза самоубийства. Поехал. Давайте, вы сможете. Это ваша задачка. Угроза самоубийства. Мы решили своего. Так, биржа труда, нам нужен профессионализм. Нанять на смену. Закрыть. Так, давайте так посмотрим. Угроза самоубийства. Офицер невредимый. Ну ладно. Так, завершаем день. Завершили. Чекпоинт. День 4. Июль 18, четверг. Враги используют феминисток, чтобы разрушить Фрибург. Феминистские организации отказали в официальной регистрации. Робеспьер раскроет свою личность, когда придет время. Ну что ж, поехали на работу. Сцена. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well,
We sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Ну что, мы узнали, что у него есть жена Лора. Мать Лоры, Салли, помогает нам ее вернуть. Так, когда я поднимался по ступенькам, то почувствовал легкое головокружение. Можно мне отгул? Нет. Что-то у меня изжога с утра. Может, лучше поехать домой и отлежаться? Нет. Никто из вас не уйдет. Так, начать день. У нас тут как раз. Ну что ж, давайте вот. Давайте фортепиано. Я всегда любил фортепиано. Так, скайп мне надо будет научиться выключать. Ага. Ну что ж, поехали. И что у нас здесь будет? День первый, и уже, уже начинается. Так, порча имущества. Парковка у мэрии. Уборщица мэрии видео, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили на стоянке длинным железным прутом. На всю улицу слышны его крики. Убить воры и кровопийцы. Ну что ж, давайте отправим 2 офицеров. Так, гетто. Убийство гетто. Борца за права чернокожих пронюхать стоит прямо возле его дома. Пускай будет главный мол, и разбирается она тоже. И пускай будет помогать добритам. Вот и всех черных копов. Что? От мэри расистская банда в последнее время доставляла нам много проблем. И эти люди выслеживают чернокожих горожан и избивают их до смерти. Недавно они послали сообщение семейства инстанции, в котором пообещали убить всех чернокожих врачей, пожарных и полицейских. Нам не нужны лишние трупы, особенно за несколько месяцев до выборов. Расисты набирают популярность, многие горожане поддерживают их. У вас есть 2 дня, чтобы уволить всех чернокожих сотрудников во избежание социальных напряжений. Ты серьезно? А как я их могу уволить? Вы можете мне сказать? Пригород. Угон. Камера наблюдения зафиксирована на парковке машин, чистящейся в угоне. Так. Давайте вот это сделаем.
Давайте Берча отправим. И Прайс. Пускай они разбираются. Как у меня уволить чернокожих? Как мне их уволить? Порча имущества, отчет. Преступник промысел, офицер невредимо. Отлично. Так. Исключение так. Смена А, смена Б. И как я сменить секрет? Ага. Давайте. Ага. Так, уволить. Ну, и если честно, то я не верю, что... так, расследование там как идет. Детали. Давайте почитаем детали данного убийства. Так, Эрик Грюгин, пьяный свидетель. Преступники сидели в заседании, стреляли вроде из автомата. Я не разглядел. Так. Последовательность. Ага. Сосед. Я слышу несколько приглушенных хлопков. Он явно получил по заслугам давно прошелся на проблем, последние дни много с ним поругался. Так, я не запомнил машину, а звуки были очень тихие. Я и подумать не могла, что это выстрел, мистер. Полиция в наши дни ничего не делает, и я сам едва не погиб, вышел за лекарства, и меня чуть не сбил какой-то идиот. Так, убийство. Назад. А я могу как-то в этом участвовать или нет? Закрыть. Ладно. Расследование началось. Окей. Так, у нас едет... Опа, что у нас? Подозрительный виден. Стоящий на скамейке напротив детской площадки. Наблюдает за детьми, больше участвует. Фирует их. Пускай разберется там, новички. Так, водителя угон пригорода. Водителя рядом нет. Так. Закрыть. Отлично. С этим мы разобрались. Так, поехали дальше. Что у нас есть еще? Как там расследование идет? Детектива. А может на помощь этого? Вот вам на помощь тут. Людишек. Пускай разбираются. Подозрительно невинный отчет. Преступник становится офицер невредимый. Угу. Так, мистер Бойд, я открываю первую кубку восточных единоборств в Фрибурге. Я хочу провести показательный поединок, где один из моих учеников сразится с вашим лучшим копом. А после поединка я научу вашего подчиненного нескольким приемам, и они пригодятся ему на службе. Ну что ж, задаваться мужик против мужика, естественно, отправим. Пускай мои научатся ребятки сражаться. Так, расследование, как там идет оно? Детали. Может, чуть-чуть немного нет? Хрена. Эх, ну ладно. Так, поехали дальше. Убийство, отчет. У вас 3 новых кадров. Кадра. Так. Открыть. Угу. Угу.
Теперь нам надо придумать последовательности. Закрыть. Так, ага, драка. Парни сообщают, что танцовщицы поссорились из-за чаевых и начали драться прямо на подиуме. Давайте отправим ее одну. Нам ее надо уволить, так что давайте, ребятки, это будем делать так. Ух ты, из-за пар поступило, что сообщение о драке между посетителями охранного заведения. Так, давайте отправим туда наших спецов, пускай разбираются. Казуки Тамура. Шеф, я почти ощутил эту япошку, но он оказался слишком быстрым для меня и выиграл по очкам. Правда, я толком не знаю о правилах, так что мало ли что это Казуки насчитал. Зато после поединка показал мне пару приемов, и я так увлекся, что немного потянул спину. Пойду домой отлежусь. Ну, давай, парень. Ты иди молодец. Я тебя научу новым приемам. И у нас закрывается. Достать пистолет, включить музыку и зажечь верхний свет. Девушка, не ссорьтесь. Надо наблюдать. Итак. Драка ничем не завершилась, преступник помнит, офицер невредимый. Окей. Что же, завершим день. И что у нас по завершению дня? Чекпоинт. И у нас день 5, пятница. Так, основной полицейский Томас Блейна застрелил беременную женщину. Ага, Блейн, я думаю, что она террорист, смертник. Мэр Роджерс, в городе нет проблем с расистами. Ехать на работу. Ну давайте поедем на работу. Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me.
You told your mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Согласиться. Я не Give him хочу, my чтобы его phone семья number. пострадала. Tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack. Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Мы согласились ради того, чтобы его семья осталась в живых. Но мы подставили свою семью теперь под удар и будем обязаны помогать мафии. Хорошо, ребят, время уже подходит к концу, и, наверное, начинает закрываться. Я был рад всех вас видеть на моем канале. Что ж, давайте начнем прощаться. Не забывайте подписываться, чтобы быть постоянным посетителем. И здесь есть такая традиция, что нужно ставить пальцы вверх. Давайте вы ее не будете нарушать, и все будет у нас отлично. Ну что ж, всем удачи, всем пока.